Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью, где я постараюсь ответить на ваши вопросы. Хочу напомнить, меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель и президент компании «Тибетская формула». Наша компания очень давно, с 2009 года, занимается изготовлением пищевых добавок из лекарственных растений. В общем-то, широко рекламирую, наверное, и пропагандирую здоровый образ жизни, жизнь без глюкозы, раздельное питание, нутрициологию и так далее. Я надеюсь, мои ответы на ваши вопросы в дальнейшем будут вам полезны. Опять же, хочу вам сказать, дело в том, что очень часто необходимо перед тем, как начинать лечиться, все же думать о том, что существует традиционная медицина, которая в силах помочь человеку выжить и спасти свое здоровье и так далее. Поэтому, если у вас вдруг будет появляться какое-либо заболевание или вы чем-либо болеете, всегда помните, что прежде всего и перед тем, как начать заниматься самолечением, обращайтесь к своему лечащему врачу. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Виктория Либрын. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, можно ли избавиться от хеликобактера в 12-перстной кишке без антибиотиков? Слышала, что это больше психосоматика. Спасибо. Пожалуйста, дело в том, что инфекцию или бактерию, правильно говорить, Helicobacter pylori, была она обнаружена в 1980 году Джоном Уорреном и, по-моему, Робертом Маршаллом, вот насколько я помню. Ну, чуть-чуть могу имена забыть. При этом на сегодняшний день это является заболеванием, которым болеют до 30% населения Земли. Является данное заболевание инфекционным заболеванием. И могу сказать, что существует целый курс лечения. Это использование антибиотиков, иммунных препаратов или препаратов, которые используются при иммунном дефиците. Также препараторы, ингибиторы протоновой помпы, препараты противовоспалительные и так далее. Существует ли взаимосвязь между появлением хеликобактера и заболеваний язва? Существует, действительно. И заболевания язва, и заболевания 12-перстной кишки, и гастрит. Это все является, как правило, но, кстати, не всегда, является тем, что в дальнейшем приводит к появлению вот таких сложных гастроэнтерологических заболеваний. Ну и мой ответ. Можно ли народными способами избавиться? Вы понимаете, народными можно избавиться. Но здесь очень важно понимать, что четко поставленный диагноз и лечение медицинскими препаратами заметно и быстро может помочь вам. Но почему обычно человек не может вылечиться народными способами? Дело в том, что в отличие от традиционной медицины, народные препараты или народные методы, они требуют от человека такой очень длительной и постоянной дисциплины. Это дисциплина в питании, дисциплина там, в разных моментах жизни, это специальная диета и так далее. И когда человек говорит: я хочу лечиться народным способом, то он должен четко для себя понимать и выбирать, что народные способы — это прежде всего колоссальная дисциплина в выборе вот такого лечения. Чем можно, кстати, помочь при Helicobacter pylori? Народные рецепты звучат так. На первое место можно поставить прополис. Прополис имеет ярко выраженное противовоспалительное действие. Прополис желательно должен быть очищенный. Принимать прополис можно также в виде препарата моей компании, который называется Болюс и Прополюс. Не запивая водой, не разжевывая, можно принимать их 1 или 2 раза в день. Желательно это делать утром натощак, вечером перед сном.
кому не полезен прополис и что может получиться от длительного применения прополиса. У прополиса почему-то есть такой не очень хороший эффект. В дальнейшем, если люди долго употребляют прополис, то могут возникнуть проблемы с застоем желчного пузыря. То есть на фоне общего здоровья желчных протоков может возникнуть желчекаменная болезнь и в дальнейшем появиться проблема с желчевыводящими путями. Именно поэтому людям, у которых есть уже дискинезия желчных протоков, холецистит, то холецистопанкреатит, то таким людям прополис скорее всего не подходит. Но не стоит на этом ставить точку, так как такие продукты питания, которые связаны с пчеловодством, практически все очень эффективны при лечении хеликобактера. На первое место можно поставить прополис. Но теперь вы знаете, он не всем подходит. Второе, это цветочная пыльца. Цветочная пыльца повышает иммунитет, улучшает общее состояние желудочно-кишечного тракта. Рекомендую особенно людям, у которых есть пониженная кислотность, также людям, которые имеют запоры, как принимать низкое давление, ригидность мышечной мускулатуры, каким образом принимать цветочную пыльцу. 1 чайная ложка рассасывается цветочной пыльцы, делать это необходимо утром и вечером, по 1 чайной ложке. Противопоказания: гипертоническое заболевание сердца, артериальная гипертензия и, в общем-то, можно еще вот при катаракте я бы все-таки не принимал цветочную пыльцу. На 3-е место, но я бы поставил вообще на 1-е место, это маточное молочко. Существует 2 вида молочка, это маточное молочко и трутневое молочко. Вот маточное, по моему мнению, может помочь человеку лучше всего остального избавиться от язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки, язвы желудка. Есть исследования, есть великолепные медицинские исследования. К сожалению, не широко сейчас используется данный способ. Тем не менее, по моему мнению, он самый прям ярко выраженный. Можно приобретать у людей, которые занимаются пчеловодством, вот такие продукты, допустим, прополис и маточное молочко. Маточное молочко обычно продают в шприцах. Принимать необходимо 20 мг, желательно 3 раза в день, или по-другому пол чайной ложки 3 раза в день. При этом, какие еще можно посоветовать? Клюква, дальше мед, по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Мед, кстати, имеет противовоспалительное действие, заживляющее действие, рекомендовано при язве желудка. Чеснок, но чеснок рекомендован только людям с пониженной кислотностью. Лук людям с повышенной кислотностью. Далее существует ряд исследований, они, наверное, нестандартные, тем не менее, в свое время в медицинских книгах пропедевтика болезней и лечения заболеваний, диагностика и лечение заболеваний, были опубликованы ряд рекомендаций, среди которых одной из таких рекомендаций было лечение гастритов и предположительное возникновение заболевания гастроэнтерологических заболеваний в комплексе. Это лечение препаратами B1 и B6. То есть человеку назначались препараты B1 или группы B1, ну и группы B6. Для чего тиамин, да? Для чего это все делалось? Дело в том, что тиамин подходит только тем людям, у которых высокая кислотность желудочно-кишечного тракта. Ну и несколько слов вообще об этом. Вот несколько слов вообще о том, как узнать без врача по симптомам, является ли у вас заболевание гастроэнтерологическое, энтерологическое, и оно связано с пониженной кислотностью или с повышенной кислотностью. В случае, если у вас есть галитоз, то есть у вас есть плохой запах изо рта,
который совпадает с запором 2, да? То есть периодически нарушена моторика кишечника и периодически возникают запоры. Также у вас диагностируется дискинезия желчных протоков, там, перфорация самого желчного пузыря, как при холецистите. То есть проблемы, которые связаны, но прежде всего это проявляется в виде плохого запаха изо рта. Это всегда, ну вот практически всегда. Появляется ощущение небольшой горечи. С чем это связано? Это связано, как правило, с низкой кислотностью желудка, которая, как правило, приводит к тому, что появляется застой пищи, возникает эзофагиальный рефлюкс в дальнейшем, который может привести к забросу и желчи, и забросу пищи в пищеводное отверстие, в отверстие пищевода. И в дальнейшем может приводить вот к таким беспокойствам. Какую пищу нельзя принимать таким людям и какую пищу можно? Вот послушайте. Все специи, которые ест человек, кроме перца, являются специями, которые снижают кислотность. Смотрите, карри, куркума, имбирь, далее мед, далее лимонный сок и лимон. В том числе лимонный сок натуральный, но не лимонная кислота. Это кашка-малашка, которая произошла у людей, связана с тем, что лимонная кислота является веществом синтеза дрожжевых бактерий. То есть лимонную кислоту достают из дрожжей, ну грубо, при переработке или формировании жизнедеятельности дрожжей обычно формируется сироп, из которого синтезируют потом лимонную кислоту. Вот лимонная кислота повышает кислотность желудка. При этом лимонный сок или лимон понижает или снижает кислотность желудка. Соль повышает кислотность, сода может чуть-чуть понизить, но при пониженной кислотности сода мега опасна. Этого делать ни в коем случае нельзя. Также, по моему мнению, при сниженной функции кислотности, по моему мнению, опять-таки я хочу сказать, что я не гастроэнтеролог, но я так предполагаю, что хоть и назначают ферменты поджелудочной железы, но и бифидобактерии обычно назначают. Тем не менее, хочу сказать, что, скорее всего, по моему мнению, это в начале применения диеты или в начале применения лечения может сказаться самым не лучшим образом и ухудшить общее состояние, так как, по моему мнению, бифидобактерии снижают кислотность и ферменты поджелудочной железы снижают. Почему? Потому что ферменты поджелудочной железы обычно купируют выделение гастрина, а гастрин участвует в повышении кислотности. Как это связано с психосоматикой? Когда человек нервничает, то поджелудочная железа выделяет пепсин и трипсин. Одно и другое вещество повышает кислотность, потому что это происходит на фоне выделения соляной кислоты, и фермент и пепсин, и трипсин являются веществами, которые могут приводить к повышению кислотности. Именно поэтому, если человек имеет стресс, имеет там нервное возбуждение, то повышение гастрина может спровоцировать, кстати, и снижение, и повышение кислотности. Как ни странно, именно вещество В1, тиамин, может регулировать процесс правильного формирования и правильного выделения гастрина. Именно поэтому я часто, и пепсина в том числе, именно поэтому я часто говорю, что люди, у которых есть гастрит, язва желудка, пониженная или повышенная кислотность, им необходимо принимать препарат В1 нашей компании. По одной таблетке 2 раза в день, утром и вечером. Тиамин 100 мг.
Кстати, можно приобрести данный препарат, перейдя по ссылке прямо сейчас. Данный препарат. Чем интересен препарат и почему, сейчас вернемся все-таки к теме, почему препарат интересен, закончим тему с пониженной кислотностью и повышенной. Вернемся все-таки к пониженной кислотности и перейдем к повышенной, после чего я расскажу, какими препаратами и каким питанием, по моему мнению, необходимо восстанавливать деятельность желудочно-кишечного тракта при пониженной кислотности и при повышенной. Повышенная кислотность, как правило, реагирует организм в виде активности пищевой, активности метеоризм, вздутие живота, эпигастрия. Далее объемные боли и с левой и с правой стороны одновременно. Далее ощущение тяжести после приема пищи. Далее реакция, диспепсия общая, то есть постоянно хочется, после каждого приема пищи появляется диспепсия, она может формироваться в виде тяжести в животе, тяжести в кишечнике, метеоризме, диареи. Ну и если рассматривать людей с повышенной кислотностью, то у таких людей обычно чаще проявляется жидкий стул, чем сформированный. То есть это повышенная кислотность. При повышенной кислотности людям можно принимать и карий, куркуму, и кардамон, то есть специи, имбирь можно принимать, и тоже подходит, кстати, витамин В1. Людям с повышенной кислотностью категорически запрещено принимать алкоголь, потому что алкоголь повышает кислотность во много раз. После того, когда человек перестает принимать алкоголь, то раздражение за счет предварительного такого ожога, за счет употребления алкоголя остается, что в дальнейшем может приводить к отечности слизистой оболочки, как правило, двенадцатиперстной кишки. Это ухудшает общую работу. Каким образом? Не выделяется пепсин, из-за чего и формируется в дальнейшем такой элемент, как диарея. И для этого, в случае, если у вас повышенная кислотность, изо рта запах, как правило, при повышенной кислотности больше похожий на соляную кислоту. Дальше запах горелого. Далее запах тяжело кислого, металлический запах. Это все повышенная кислотность. Далее жжение может быть в виде изжоги, может быть жжение в заднем проходе, особенно в вечернее время, во время прогулки и так далее. Это говорит о том, что повышенная кислотность. При повышенной кислотности рекомендую принимать препарат пепсин, препарат В1, далее препарат железняк. При пониженной кислотности лунглин, далее бетаин, бетаиногидрохлорид. Также людям при пониженной кислотности рекомендую принимать лимонный сок, лимонную кислоту. 1 чайная ложка на стакан воды утром, можно за 1 час до еды, и вечером. Это безопасно. Бетаиногидрохлорид принимать по 2 таблетки 2 раза в день. К сожалению, мы пока не продаем бетаиногидрохлорид, а в дальнейшем будем. Итак, в случае, если запор, бетаиногидрохлорид подходит. Лимонная кислота подходит. Уксус даже подходит. При повышенной кислотности категорически запрещено. Ну, теперь вам с этим все понятно. Итак, при повышенной кислотности препарат железняк, препарат В1, препарат пепсин, можно еще препарат для поджелудочной железы панкресорб, при пониженной кислотности амарум горечи, лунглин препарат, витамин В1. Можно еще квасцы, у нас там есть такой, можно прополис, и в первом и втором случае прополис. В случае, если хеликобактер, то принимать дополнительно и при пониженной, и при повышенной кислотности, дополнительно принимать мой препарат, который называется маточное молочко.
Чем вообще интересен препарат B1? Витамин B1, он участвует в формировании миелиновой оболочки. Так, миелиновая оболочка — это слой эпидермиса, который покрывает нервные ткани мозга, слизистой оболочки наших внутренних органов. Любое поражение такой оболочки приводит к различным заболеваниям. В случае, если у человека есть недостаточность витамина В1, то появляется язвенное заболевание желудка, появляется, как ни странно, появляется заболевание атеросклероз, в дальнейшем появляется стеноз, окклюзии. На фоне очень низкого или дефицита витамина В1 появляется мышечная ригидность. Очень часто, когда дети в таком зрелом возрасте или женщины, вот я наблюдаю периодически женщин, которые на ровном месте могут упасть, не контролируют движения, имеют ярко выраженную мышечную ригидность, есть ощущение, будто не управляет человек движениями своими, качание там в разных позах, там, в позе Ромберга и так далее. У человека появляется тремор конечностей, такая небольшая слепота в вечернее время, ощущение, будто не можете настроить зрение, шум в ушах даже. Это все может быть недостаточностью витамина В1. Именно поэтому витамин В1 полезен. Несколько слов о витамине В1. Наверное, я не подготовил. Ну ладно. Сейчас я отвечу на вопросы. Сначала мы начнем, наверное, с тем таких, которые сейчас очень актуальны. Итак, я бы хотел сегодня дать такую тему, которая, по моему мнению, сейчас очень актуальна. На сегодняшний день количество психических заболеваний, которыми болеют люди, невероятно, колоссально увеличилось. По предсказанию, которое было сделано, по-моему, там около 20 лет назад, знаменитым психиатром, который сказал, что мир не заболеет и с ним ничего не случится. Единственное, что может с ним произойти, мир может сойти с ума. Со временем, глядя на динамику появляющихся психических заболеваний и синдромов, по увеличению нозологических единиц диагностики, я могу сказать, что количество психиатрических больных и количество психиатрических болезней заметно выросло. Это связано и с изменением активности восприятия информации. Мир требует больше информации получать, невозможность отдыхать. Появляются новые синдромы. Это люди пытаются уменьшить длину сна, нарушаются циркадные ритмы и так далее. И сегодня мне хотелось бы дать вам 10 признаков того, что у вас есть какие-либо психические отклонения. Итак, первый признак — это изменение настроения, быстрая смена настроения, перепад настроения, когда появляется беспокойство, угнетение, или угнетение может изменяться на состояние эйфории, которое в дальнейшем меняется на состояние, наоборот, там, вновь угнетение и беспокойство и так далее. Очень часто мы такое замечаем среди близких, которые кричат, после этого извиняются, после чего кричат и после чего извиняются, и делают это на протяжении 10 минут больше, там, 10-15 раз. Это говорит о том, что у человека, скорее всего, есть психическое заболевание. Второе — изменение поведения, резкое изменение поведения, включая изменение образа жизни, отказ от ранее любимых занятий и действий, может свидетельствовать о психическом расстройстве. Снижение интереса жизни, отсутствие интереса к повседневной деятельности, включая утрату интересов к хобби, к работе, общению с людьми, может быть симптомом депрессии или другого психического заболевания. Частые панические атаки. Панические атаки могут проявляться в виде ощущения страха, тревоги и даже боли.
Обычно это боли с локализацией в области груди и нижней части подреберья в области эпигастрия. Также ощущение сдавливания в области воротникового отдела и шейного отдела позвоночника, первых отделов грудного отдела позвоночника и вернее, позвонков грудного отдела позвоночника. Также внезапные боли в правой стороне, как бы у человека печень болит, он думает, или резкие боли, которые проявляются в заднюю часть бедер, также судорожные проявления. Это все может быть симптомами, которые проявляются вот таким образом, и это является, можно гипотетически предположить, что это все паническая атака. Сонливость, частое чувство усталости, дневная сонливость. При этом человек теряет интерес к просматриванию программ, не может сосредоточиться на чтении книг. В случае, если вы возьмете любую книгу и начнете читать, если у вас во время чтения книги появляется сонливость через 1-2 минуты, и вы не можете ничего сделать, очень хочется спать, это говорит о том, что у вас есть истощение центральной нервной деятельности, истощение, и дай Боже, чтобы без психического заболевания. Дневная сонливость, бессонница, снятся частые кошмары, проблемы с питанием, отсутствие аппетита, потеря веса или наоборот, избыточный вес, пристрастие к нездоровой пище, алкоголю, булимия, это все психические болезни. Дальше изменения восприятия, такие как галлюцинации, иллюзии, нарушение реальности, могут быть симптомами психического заболевания, какого диссоциативное расстройство или расстройство сознания, психики, памяти и так далее. Делирий. Дальше проблемы с памятью и концентрацией, уже об этом говорил, проблема с запоминанием информации, концентрацией, принятием решений, суицидальные мысли, ощущение, что с вами должно что-то произойти и так далее. Хочу дать сразу совет. Существует некая такая, тот человек, о котором я говорил, наверное, вопрос такой появился, как звали этого человека, который говорил о том, что люди с ума сойдут. Это был психиатр, физиолог Лурия. И он в свое время сказал, что есть некие такие психоэмоциональные предпосылки того, что у человека может формироваться психическое заболевание, как бы стартовые триггеры, которые могут спровоцировать появление у человека практически любого заболевания. И он говорил, что очень часто у людей, которые склонны к задаванию вопросов, то есть когда человек все время пытается задавать вопрос, такие люди, они более подвержены психоэмоционально к появлению психических заболеваний. Поэтому в случае, если вы чувствуете, что у вас появляются панические атаки, депрессивные эпизоды возникают, появляется ощущение беспокойства, что-то там должно произойти и так далее, я советую в этот момент постараться максимально отвлекаться от задавания вопросов себе. То есть почему со мной, а не с кем-то, из-за чего, как и когда, и вот точно сейчас что-то произойдет, но как и так далее. То есть вот старайтесь вопросы себе не задавать. Это вот такой совет. И несколько слов о том, как же все же, по моему мнению, формируются такие заболевания. По моему мнению, некоторые заболевания психики могут формироваться на фоне, первое, истощения нервной системы, которая возникает на фоне. Бывает, что истощение происходит физиологическим путем. Истощение, конечно, может происходить на фоне стрессов. Но один из таких, наверное, ярко выраженных проблем, которые на сегодняшний день приводят к истощению нервной системы, психической, центральной нервной деятельности, заключается в том, что люди, которые находятся в городе, у них происходит нарушение циркадных ритмов. Циркадные ритмы — это естественные ритмы человеческого организма, которые заключаются в процессе бодрствования и сна.
Эти ритмы, они условно прописаны в каждом человеке, и изменить их человек по своему собственному желанию не может. То есть они формировались в ходе эволюции человека на протяжении 11 тысяч лет. И человек говорит, что я хочу спать или не хочу, он должен знать, что нарушение циркадных ритмов — это нарушение, которое в дальнейшем приводит человека к тому, что у него происходит изменение гормонов мозга. Нарушение циркадных ритмов приводит к нарушению формирования дофамина. Это влияет на нуклеус аккумбенс, ядро перегородки. И в итоге может повлиять на нарушение общего самочувствия человека. У человека могут возникать на этом фоне состояния безвыходности, панических атак, состояние тревожности, беспокойства. Может формироваться булимия, может наоборот формироваться ожирение и так далее. И очень часто это приводит к появлению психических заболеваний, просто обычное нарушение нашего сна. И когда человек сталкивается с этим, может ли он как-то это определить и диагностировать самостоятельно? Ставим большое тире и пишем: нет, обычно любые нарушения циркадных ритмов в нашей жизни мы практически не ощущаем. Они происходят у нас годами, и все это проходит у нас бессимптомно. В случае, если как вообще определить, есть ли нарушение циркадных ритмов? Для того, чтобы определить, есть ли у человека нарушение циркадных ритмов, как ни странно, я рекомендую использовать препарат, который называется мелатонин. Мелатонин является гормоном мозга, который является производным дофамина и является, чем он там является? Он вообще аминокислота, по-моему, да? Л-триптофан, аминокислота, а мелатонин — это гормон, который является естественным в организме и контролирует циркадные ритмы, такие как цикл сна и бодрствования. Вернемся все-таки. Мелатонин — это все-таки аминокислота, белок, состоящий из множества аминокислот. И когда человек начинает принимать мелатонин, что с ним происходит? Сегодня вы выпиваете мелатонин, 2 таблетки, и ложитесь спать. Это не повлияет на то, чтобы вы хорошо заснули, или легко проснулись, или вам сон приснится и так далее. Но принимая его 1-2 недели, вы сможете заметить, что во время сна вы отдыхаете, и пробуждение утреннее происходит бессимптомно, с легкостью, с хорошим настроением, с очень хорошим самочувствием, так как дофамин участвует в общем, дофамин влияет на формирование окситоцина, который в свою очередь приводит к релаксации мышечной мускулатуры и в дальнейшем приводит к тому, что человек чувствует ощущение расслабленности мышечной мускулатуры. И это и влияет на вот это ощущение нашего пробуждения, когда мы просыпаемся и чувствуем себя наполненными сил и очень хорошего самочувствия, настроения, множества энергии и так далее. Со временем при применении мелатонина у человека может появиться ощущение, будто он хочет спать ложиться в другое время. То есть до этого вы могли лежать с телефоном длительное время, если ежедневно принимать мелатонин, то вы заметите, что у вас сократится желание сидеть в телефоне или лежать с телефоном по ночам или смотреть телевизор. И сдвинется желание засыпать и переходить ко сну на гораздо более раннее время. Кстати, применение мелатонина приводит к тому, что у человека исчезает синдром голода, который появляется у человека в случае, если он вовремя не ложится спать. Если вы вовремя не ложитесь спать, то тот момент, когда вы хотите встать и перейти от телевизора к холодильнику, является периодом, когда вы должны глубоко спать. В этот момент, когда у человека появляется такой голод, это время, когда происходит уменьшение инсулина. И появляющийся инсулин
выходит в русло кровеносной системы и выходит он из жировой клетчатки. Именно поэтому глюкоза падает, и в этот момент человеку хочется спать. Почему это происходит? Обычно с 11 часов вечера и до 2 часов ночи у нас происходит выведение инсулина из жировой клетчатки. И это необходимо для того, чтобы происходила усиленная реакция распада глюкозы, которой питается в этот момент наша мозговая деятельность и восстанавливается в это время. Этого не происходит в случае, если мы бодрствуем, что приводит нас к тому, что мы хотим в этот момент прийти к холодильнику из-за того, что у нас глюкоза падает, и хотим наесться. А нам в этот момент необходим мелатонин. А если бы мы, сидя перед телевизором, каждый день выпивали 2 таблетки мелатонина, то ощущение голода, которое возникает в дальнейшем, было бы купировано, вы бы его не ощущали. Именно поэтому в случае, если вы по вечерам наедаетесь и не можете удержаться от того, чтобы не путешествовать после 12 часов ночи к холодильнику и имеете уже из-за этого избыточный вес или проблемы с психикой, то необходимо начинать принимать мелатонин. Мелатонин на сегодняшний день выпускается нашей компанией. 5 микрограмм, это высокая дозировка. Принимать 1 таблетку на ночь или 2 таблетки, это безопасно. Многие люди считают, что применение гормонов мозга может спровоцировать появление зависимости. Зависимости к мелатонину не происходит. Поэтому в случае, если вы принимаете и после чего отменяете данный препарат, то каким-то образом заметить изменения своего самочувствия, поведения, каких-либо других психофизических и гуморальных факторов в своем самочувствии, в своем организме вы не заметите. Поэтому мелатонин совершенно безопасный препарат. Улучшение сна, противодействие стрессу. Мелатонин помогает уменьшить уровни стресса и тревоги, особенно у людей, страдающих от тревожных расстройств. Улучшение настроения. Некоторые исследования показывают, что мелатонин может помочь улучшить настроение людей, у которых есть депрессия. Поддержка иммунной системы. Мелатонин может помочь поддерживать здоровье иммунной системы и защищает организм от инфекций. И следующее. Защита от некоторых заболеваний. Мелатонин помогает защитить организм от различных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и сердечно-сосудистые заболевания. Именно поэтому в случае, если у вас есть психические отклонения, о которых я сказал, 10 пунктов, начинайте свое лечение, начиная принимать препарат мелатонин нашей компании «Тибетская формула». Препарат мелатонин компании «Тибетская формула» можно приобрести на нашем сайте tibetan-formula.com или набрав в гугле мелатонин тибетской формулы. Кстати, он появился сейчас. Далее. В нашей компании есть разработанный препарат, который называется литий, или по-другому он называется ЛЛС. Данный препарат состоит из 3 элементов: литий, церий и кобальт. Исследования, которые проводили американские врачи, на сегодняшний день утверждают, что ряд заболеваний, в которых психических болезней, которые диагностируются нашей психиатрией, при исследовании физиологических процессов и при исследовании на дефицит минеральных компонентов выявляется, что у людей, у которых есть нарушение психической деятельности, как правило, есть дефицит таких микроэлементов, как кобальт, церий и литий. Именно поэтому даже введение минимальных доз данного препарата может помочь человеку заметно улучшить самочувствие. Итак, несколько слов об этом. Литий — это металл, который широко используется в лекарственных препаратах для лечения биполярного аффективного расстройства и других психических заболеваний. Его действие связано с его способностью стабилизировать настроение и снижать уровень агрессии. Литий может улучшить качество сна, уменьшить симптомы тревожности и депрессии. Однако со всеми лекарственными препаратами применение лития должно осуществляться под наблюдением врача. Ну, это понятно.
Второй препарат, церий, является сильным антиоксидантом, может защищать клетки мозга от повреждения свободными радикалами. Также улучшает качество сна, снижает уровень стресса и тревоги и улучшает настроение. Далее, кобальт. Важен для здоровья нервной системы. Недостаток кобальта приводит к различным психическим расстройствам, таким как депрессия, бессонница и раздражительность. Помимо того, кобальт еще и важен при усвоении витамина В12. И препарат ЛЛС я рекомендую принимать совместно с препаратом, который называется мелатонин, и с препаратом магний В6. Таким образом, данные минералы и витамины могут существенно улучшить ваше психическое здоровье. Далее. Так бывает, что у человека по каким-то причинам, из-за того, что у него, как уже написали, есть психосоматические расстройства, у таких людей происходит нарушение яркости жизни. То есть у человека происходит затухание интереса к жизни, появляется ощущение нежелания обучения, появляется лень. Человек не может сконцентрироваться, происходит нарушение памяти, усталость постоянно. Такую усталость даже очень часто мы можем ощущать, или такие люди могут ощущать с какими-либо проявляющимися нарушениями сознания. То есть это могут быть ощущения, будто весь мир темный, ощущение бесцветности, потеря обоняния или потеря осязания. Далее потеря ощущения тела. Ну, исключительно большое количество таких психиатрических проблем. Могут возникать гипернезии какие-нибудь. Допустим, у человека появляется ощущение, будто у него все время зубная боль, а зубной боли нет. Или там боль в плече, или боль в каком-нибудь там колене. И это внешне никак не проявляется. Ощущение зуда, расчесывание своего тела и так далее. Это очень часто связано как раз с недостаточностью дофамина. Когда дофамина не хватает, то человек становится неконтактным, у него происходит нарушение коммуникации, общения с близкими людьми, с друзьями. Такие дети или взрослые не хотят идти на работу, им не хочется ни с кем общаться. У меня была женщина, она говорила, я по 6 месяцев не выхожу из дома, все время сплю и не могу проснуться. Это психическое заболевание. И чем же можно помочь? Ну вот смотрите, на фоне всего необходимо, мелатонином мы не поможем, потому что восстанавливая циркадные ритмы, по чуть-чуть будет влиять на дофамин, и по чуть-чуть у человека будет происходить улучшение самочувствия. Но ему еще необходима какая-то дополнительная помощь. Вот в случае, если есть нарушение коммуникации, ярко выраженная агрессия, я рекомендую дополнительно принимать препарат нашей компании окситоцин спрей. Окситоцин спрей — уникальное вещество, которое в случае, если использовать назально, во-первых, приводит к расслаблению мускулатуры, второе, улучшает общее состояние коммуникации. С чем это связано? Является тоже гормоном нашего мозга, который отвечает за коммуникацию. Что это обозначает? То есть, когда человек недобрый, неконтактный, когда человек хамит, когда человек склонен к одиночеству, когда человек убегает, такое часто вижу, там, мужчины в туалет, там, или женщины долго красятся, или там, убегают в телефон, или хотят куда-то в монастырь уйти и так далее. Это вот принципиально является, как бы предположительно, гипотетически является нарушением работы формирования окситоцина. Окситоцин возникает, когда человек обнимается с каким-либо существом, с человеком, с котом, с собакой и так далее.
Особенно важно применение окситоцина у детей, у которых есть нарушения психики. Это дети, которые не коммуницируют, дети, которые не идут на контакт, дети ленивые, дети, которые молчат или молчаливые, которые не коммуницируют, не хотят не общаться, пассивные, физически пассивные или наоборот активные, но в виде агрессивной такой активности. На сегодняшний день есть ряд исследований, они незавершенные, тем не менее они проводятся в 4 странах. Это в Ганновере в Германии, проводятся в Израиле, проводятся в Америке. В Америке вообще широко проводились они. Насколько я знаю, один период исследований уже закончен. Даже есть описание воздействия данного препарата, окситоцина, спрея, где Китай очень широко проводит такие исследования, где говорится о том, что да, действительно, применение окситоцина в виде назального спрея в дальнейшем сказывает положительную роль, и у ребенка с нарушением коммуникации, как и у взрослого, появляются вот такие великолепные ощущения. Человек вновь хочет обниматься, становится более добрым, коммуникабельным, сговорчивым. Если мужчина, то вновь семейным, социальным. Ну и ряд таких фобий, которые на фоне такой социальности возникают. Это социофобия, страхи коммуникации, страхи выходить на улицу. По моему мнению, это все возможно заметно улучшить состояние человека в случае, если дополнительно принимать окситоцин. Препарат окситоцин на сегодняшний день можно приобрести на нашем сайте tibetanformula.com. Как его принимать? 1-2 раза назально орошать носоглотку и делать это 1-2 раза в день. Ну, на самом деле каких-то четких таких рекомендаций нет, так как он не влияет на слизистую оболочку, совершенно безопасный, является пищевой добавкой, синтезируется из... неважно. Далее, L-триптофан, еще о нем сегодня скажу. L-триптофан. Это аминокислота, которая является предшественником серотонина и мелатонина и некоторых других нейромедиаторов, которые регулируют настроение и сон. Итак, прежде всего можно сказать, что применение L-триптофана, оно связано с улучшением. Вот смотрите, если серотонин просто принимать, то есть перестанете на ночь, высыпаться будете. Но если принимать мелатонин совместно с L-триптофаном, то утром будет такое ощущение, как будто вы любите мир. Почему? Появляется яркость, появляется очень теплое, хорошее настроение. Могу сказать, что улучшает и зрение, и слух, и концентрацию, если принимать препарат мелатонин, комбинируя его с препаратом L-триптофан нашей компании. Каким образом принимать? L-триптофан на протяжении дня 1 таблетка утром, 1 таблетка вечером. Мелатонин желательно 5 мг, 2 таблетки на ночь. И принимать ну хотя бы 2 месяца. Улучшается общее самочувствие, уменьшается депрессия, снижение уровня боли происходит, если принимать L-триптофан. Очень часто люди ощущают на улице там очень замерзает, не может человек никак согреться, очень жарко, где бы ни находились, вам все время нужно открывать окна. Это все признаки психических заболеваний, и это все признаки низкого дофамина. И это говорит о том, что необходим мелатонин и L-триптофан совместно. На сегодняшний день есть исследования, которые утверждают, что применение препарата L-триптофан каким-то образом улучшает состояние кожи. При этом есть ряд доказательных таких исследований, которые говорят, что L-триптофан как гормон, как прекурсор дофамина, является еще и активатором гормона роста. Таким образом, можно сказать, что также L-триптофан может улучшить выделение надпочечниками норадреналина, адреналина, эпидекстрина,
и за счет чего улучшить состояние и зрения, и концентрации, и воли, и успокоить, убрать депрессию, убрать вспышки с паническими атаками и так далее. Я знаю, что на сегодняшний день в эндокринологии и в гинекологии используют препарат L-триптофан в ходе лечения болевого синдрома при ПМС, а также как один из препаратов, который рекомендуют использовать при при заболевании климакса и при очень сильном его проявлении. Поэтому вот L-триптофан можно применять еще и с такими задачами и такими целями. Вывод. При обнаружении какого-либо из симптомов, о которых я сегодня сказал, которые являются гарантированным, наверное, заболеванием или развивающимся заболеванием, я рекомендую принимать следующие препараты. Для улучшения сна препарат, который называется мелатонин. Его совместно с препаратом, который называется L-триптофан, и препаратом окситоциновый спрей для носа. Также для улучшения функции мозга, для улучшения и восстановления центральной нервной деятельности, для устранения галлюцинаций, для общего состояния или улучшения общего состояния, в том числе и физиологического состояния нервных тканей, миелинового покрытия, как при боковом амиоспастическом склерозе или при заболевании Альцгеймера или Паркинсона, применять препарат, который называется ЛЛС, о котором я сегодня говорил. Ну, об этом, слава богу, сказал. Ага. Хочу сегодня представить новый препарат, который называется Savpalmetto. Savpalmetto или Savpalmetto. Достаточно известный, распространенный препарат, который очень широко на сегодняшний день продается практически всеми компаниями в мире. Чем он интересен? Признаюсь честно, попросили меня данный препарат сделать друзья, так как используют препарат другой компании. Чем он интересен? Сиреноя репенс, также известно как сабельная пальма или Savpalmetto, является видом пальмы, который произрастает на юге-востоке США. Этот растительный экстракт используют в медицине как противодиабетическая добавка, как диетическая добавка при лечении или с целью лечения различных заболеваний. Каких? Ну, на первое место ставят уникальную способность справляться с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Смотрите, простатит, аденома предстательной железы, сниженная потенция, во всем этом может помочь Savpalmetto. Также считается, что в случае, если женщина принимает, то улучшается рост волос, здоровье мочевого пузыря, улучшение половой функции, поддержка здоровья волос, улучшение качества жизни, так как любая дисплазия, особенно у мужчин, доброкачественная дисплазия предстательной железы приводит к торможению мочеиспускания, что в дальнейшем повышает креатинин, что в дальнейшем приводит к появлению и формированию гипертензии, почечной недостаточности, и в дальнейшем может стать аденомой предстательной железы, онкологическим заболеванием, карциномой предстательной железы и так далее. И один из таких, наверное, уникальных препаратов, которые лечат простатит, как известно на сегодняшний день, простатит помолодел, и на территории в нашем мире люди, которые болеют заболеванием предстательной железы, если ранее считалось, что это заболевание от 40 лет и старше, то сейчас диагностируют данное заболевание даже в 15-16 лет. Поэтому простатит помолодел. Но могу сказать, что в действительности есть ряд еще
удивительных таких побочных эффектов. Это омоложение кожи, омоложение лица, улучшение либидо, улучшение потенции, рост волос. Одним словом, великолепный препарат для мужчин и женщин. Данный препарат вы можете приобрести на нашем сайте, нажав сейчас через телефон на QR-код, перейдя на наш сайт, приобрести его для себя. Так. Наталья Мамалыга. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, очень болит рука от плеча до локтя, больно поднимать, не имеет пальцы. Нужно делать КТ. К какому врачу обращаться? Массаж не помогает. Это, скорее всего, бурсит. И обратиться надо к вертебрологу, к неврологу. Обращаться нужно к неврологу. Какими препаратами и что это такое? Значит, необходимо сейчас делать массаж. Массажист должен быть, который может вам провести массаж воротниковой зоны, самого места, где у вас болит, а также шейного отдела позвоночника. Ну и провести такой массаж. Массажем можно убрать от локтя и до... Это, скорее всего, ущемление. Либо это стеноз, либо это грыжа, либо это протрузии. Если есть возможность, у нас есть препарат. Чем обезболить? Можно обезболить диклофенак мазью, а также обезболить любым нестероидным противовоспалительным препаратом. Какие нестероидные? Мовалис, диклофенак. Если чем-то мазать, вольтареном. Если использовать наши препараты, то препарат вертебралис. Далее мазь вертебралис и мазь габана. Она справляется с этим, но не плечо и локоть мазать, а шею и отдел позвоночника. Да. Анжелика. Скажите, пожалуйста, после пластической операции абдоминопластики не заживает и сочится пупок? Йод и зеленка не помогает. Нет, не поможет. Как можно подсушить его? Берете и делаете так. Берете яйцо, аккуратно его срезаете, верхушечку, и белком смазываете места, которые у вас сочатся. Ничем при этом сверху не закрываете, пусть все в сухом виде. Делаете так на протяжении дня 10-15 раз. Сегодня моя знакомая написала мне письмо. Почему я решил? Я обычно не говорю, кто пишет и так далее. Вы, наверное, помните, на прошлом вебинаре я на совет Андрея Андреевича, у меня очень воспаляются при кормлении грудью соски и очень воспаляется. Я сказал, найдите медную монету, прикладывайте медную монетку к своей груди и перестанут у вас болеть, болевого синдрома не будет. После чего такое большое количество комментариев о том, что мне нужно отрубить голову и ноги, и глаза выколоть, я подлец, и шарлатан, аферист и так далее, и мне надо посадить, чтобы я сидел посмертно вообще где-то. Что женщинам этого нельзя, нужно просто холодной водичкой, холодным льдом полоскать и так далее. Нет. Дело в том, что если холодным льдом давать полоскать женщине, которая кормит ребенка, то у нее может возникнуть мастопатия. То есть закроются проходы молочных желез, и это в дальнейшем может превратиться в тяжелейшую болезнь. Вот не дай бог вам это делать, знаете. Лимонным соком, говорят, можно обрабатывать. Тоже не советую. Дело в том, что лимон, он может проникать в протоки молочных желез и может приводить к свертыванию молока, и это тоже может вызвать такую проблему. То есть эти все советы, знаете, хорошо, сказали, что я какашка, и никак теперь не поможем, пусть страдает. Вот что написал Андрей Андреевич, огромное спасибо. Метод с монетой, который прикладывать на соски и груди, это шедевр. Кормлю без силиконовых накладок. Вот и все. Вот и все, видите, как легко. Это как женщина была, такой сумасшедший просто у ребенка стоматит. Не стоматит, а молочница. И ей врачи. Низорал гелем.
и антибактериальными какими-то гелями, и там еще чем-то. И прямо она, и я, говорит, выстрадалась вся. Ребенок орет, там маленький ребенок. Я ей говорю, возьми сосок, намажь зеленкой. Один раз покормишь ребенка, на второй день ничего не будет. Как зеленкой? Он же будет весь зеленый. Ничего страшного. Зеленкой смазала, покормила ребенка и на следующий день уже позвонила и сказала: Андрей Андреевич, ну как ты это все знаешь? И вот что же это такое? Талант. Такой талант, помню. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Моей дочке при нерегулярных месячных китайский врач назначил прогестерол. Это не опасно? Прогестерол является аналогом препарата прогестерон и является в лечебном протоколе препаратом, который назначают при нерегулярных месячных. Поэтому врач назначил правильно, все в порядке. В нашей компании есть препарат, который называется у нас дисменора. Его принимать, если его принимать совместно с препаратом «Женское здоровье», то вот такие проблемы, как задержка, происходить не будут. Почему происходит задержка? Это, как правило, связано с диетой. У девочек, которые используют агрессивную диету, а также при дискинезии желчных протоков и неотходе желчи, очень часто на фоне вот таких симптомов возникает и развивается дисменория. Да, никто бы никогда не провел аналогию, но специально семинар записал на прошлой неделе. Я его читал, где как раз рассказывал, как закрытый желчный пузырь, как неотделение желчи воздействует на формирование расщепления холестерола, холестерина, этих гормонов надпочечников, как это все формируется, что такое кортизол, что такое альдостерон, как там адреналин, норадреналин формируется, чего там не хватает и каким образом человеку необходимо помогать. А что, идет у нас назад? Ага, все, идет, отлично. О, жена сказала застегнуть, чтобы никто не видел цепочку. А я забыл. Сори, не моя, заставили одеть. Лариса Монова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что необходимо принимать до и во время беременности? До и во время беременности, до беременности принимать мой препарат, называется он Кинскит, а второй называется Карунеш. Вот его принимать. Мужчине принимать красный дракон и Савпалмету. А женщине во время, когда она забеременела, необходимо принимать препараты для поджелудочной железы и для печени. Для поджелудочной железы это панкресорб и для печени битулин. Это все совершенно безопасно. Также всегда нужно помнить, что для женщины в момент вынашивания ребенка необходима более высокая доза в рационе ее питания фолиевой кислоты. Ну, вы об этом же знаете, я так предполагаю. Людмила Москалева. Добрый вечер, Андреевич. Вы, как всегда, прекрасны. Где мои 17 лет? Надоело быть одной. Ну, ты мой зайчик. Андрей Андреевич, какую мазь применять от мокнущих ран на ногах при сахарном диабете? Спасибо. Нет, не мазь нужно применять. Ну и мазь можно. Вот смотрите, мокнущие раны – это формирование трофических язв. Сахарная диабетическая стопа или по-другому вообще принимают альфа-липоевую кислоту и мазать необходимо, мазь называется антитроф, в моей компании продается. Такая полинейропатия, которая формируется на фоне сахарного диабета, приводит к появлению артериосклероза, артеросклероза нижних конечностей, что в итоге приводит к застою и вот к появлению трофических язв.
В случае, если вы используете инсулин, то для того, чтобы не быстро развивалась трофическая язва и разрасталась, необходимо сверху поливать инсулином. Также не стоит ни в коем случае отменять прием инсулина. Также вы должны знать, что, скорее всего, необходимо обратиться к эндокринологу для того, чтобы назначил правильную терапию после исследований. То есть, скорее всего, препараты по снижению глюкозы, это может быть там метформин или глюкофаж или какие-либо диеты и так далее. Но из моих препаратов я рекомендую использовать альфа-липоевую кислоту и мазь антитроф. Она была мной разработана как раз для лечения данных заболеваний. Также можно использовать и кверцетин, и рутин. И один и другой являются производными витамина П и являются мощнейшими вазодилататорами, то есть расширение сосудов, улучшение кровоснабжения и так далее. Ольга Васильева. Я приймаю бетулінову кислоту, кверцетин і хром. Почався біль зліва під ребрами. Скажіть, будь ласка, що це може боліти і чи варто припинити прийом препарата? Смотрите, хром имеет функцию массированного и сильного повышения кислотности. И вероятнее всего у вас синдром повышенной кислотности желудка. И вы принимаете при этом хром. Хром тогда необходимо принимать через час после еды. В тот момент, как и бетулиновую кислоту, и кверцетин можно принимать в любое время. Поэтому с хромом аккуратно, либо снизьте дозировку хрома, принимайте не больше одной таблетки и принимайте после или во время приема пищи. Инна Стародубстеева. У дочери появился конъюнктивит на одном глазу. Промывали ромашкой, прокапали полиспором. Второй глазик тоже начал. Берете и делаете вот так. Левой рукой складываете вот так пальцы. Плюете так. Потом дотрагиваетесь по месту, где у нее конъюнктивит. Плюете еще раз на руки. И после этого плюете через левое плечо назад. Вот так сделайте 3 раза и не будет. Также перед сном на 3-й и 4-й палец обмотайте синей или красной ниткой. Если на левом глазу, здесь на руке. Если на правом, здесь. Не сдавливая, просто так, чтобы чуть-чуть телепались там эти ниточки. Андрей Андреевич, что посоветуете, Стеф? У меня по ночам дергаются сильно ноги, а днем на тренировке бывает присесть. Трясется тело. Что это может быть? Это синдром беспокойных ног. И как раз вот это то, о чем я сегодня рассказывал. Это говорит о том, что вам необходимо принимать L-триптофан и необходимо принимать мелатонин. Это все на фоне истощения центральной нервной системы. И вам, скорее всего, придется попринимать и мелатонин, и L-триптофан, и препарат ЛЛС. Также еще хорошо Morbus Stop. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний вебинар. Нас во время вебинара сейчас находится 308 благодарных зрителей. Я очень рад, что у вас находится и время, и желание заниматься здоровьем, заниматься изучением нутрициологии, физиологии и помогать себе и своим близким. С удовольствием, надеюсь, был для вас полезен. Ваш Андрей Дуйко. Будем заканчивать. Покупала мазь антитроф компании «Тибетская формула» для мамы. Результат мгновенно, а также золотой бальзам. Действительно все чудесно действует. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Все препараты супер. Антитроф не просто уникальная. Она прямо
ну, ее невозможно ни с чем сравнить. То есть я видел такие трофические язвы, когда, мне кажется, уже нужно, там, переходящие в гангрену, и когда необходимо это удалять. И, конечно, я как человек, имеющий все-таки классическое высшее образование медицинское, ну, всегда так противоречиво отношусь к этому, всегда думаю, что, ну, как мазь какая-то может там помочь. Нет. Были такие результаты, и они были шокирующие. То есть отменяли операции, и очень заметные улучшения были, там, особенно у женщины Татьяны из Запорожья в свое время, прямо там, ну, гениальные. То есть я думал, ей ничего не поможет, и говорил ей сразу, что, возможно, эта мазь вам и не поможет. Тем не менее, в дальнейшем присылали фотографии, все засохло, ножки подтянулись, новая кожа образовалась. То есть все это возможно, оказывается. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можете посмотреть, какие глисты? Много лет не могу определить, что-то лазит в попе. Как от этого избавиться? Еще сильное вздутие живота. Скорее всего, это не глисты. Вот это то, что у вас там печет, и есть ощущение, будто что-то ползает, как раз и говорит о том, что у вас очень высокая кислотность желудка и очень высокая кислотность. Кислота проникает, не закрывается через двенадцатиперстный кишечник в тонкую кишку, потом переходит и попадает в вашу слепую кишку, и из-за этого происходит такое вот ощущение ожога. И это все происходит на фоне вашего стресса и нервного состояния. У вас, скорее всего, очень мощно и сильно формируется гастрин, вот тот гормон, о котором я сегодня говорил. Он и приводит к тому, что появляется язва двенадцатиперстной кишки. В дальнейшем происходит формирование гастрита, в дальнейшем происходит формирование, ну, и это является еще и посылом к тому, что в дальнейшем может быть и вздутие, и диспепсия и так далее. Чем лечить? Препарат пепсин, препарат лизоцим, препарат лизоцим, изменение питания, в ходе которого убрать молочные продукты, алкоголь, прием препарата с ярко выраженным успокаивающим действием. Это может быть и мелатонин, и L-триптофан, препарат Поставит. А еще это может быть реакция, то, что там чешется или дерет, или печет, на аллергию. Посмотрите, на какие продукты питания у вас аллергия. Обычно при высокой кислотности аллергия обычно возникает на молочные продукты, продукты с высоким содержанием крахмала, сладкое. Уберите алкоголь, сладости все, фрукты. Далее не ешьте картофель, не ешьте хлеб дрожжевой, не ешьте печенье. Перейдите на строгую диету, чтобы было больше кетонов, кашек, овощи. Можно попринимать соду. 1 чайная ложка соды на стакан воды даже 2 раза в день. Можно клизмы. Клизмы 1 чайная ложка соды на стакан воды теплой. Когда стынет, теплой нельзя спринцеваться. 150 грамм клизму ставить ректально. Де можна замовити ваши препараты? Смотрите, прямо сейчас вы смотрите видео. И в этом видео появляется, сейчас появится, кстати, вот здесь внизу появится штрих-код, QR-код. Или если отмотать чуть-чуть раньше, то там появляется QR-код. Берете свой телефон, заходите или нажимаете кнопку «Фотоаппарат», наводите на QR-код, и появляется такая штучка «Перейти на сайт». Нажимаете и переходите. Второй вариант. Прямо здесь под данным видео я публикую переход на сайт. Хорошо? И вы, когда закончится, сможете перейти, нажать на кнопку. А знаете, что я сделаю? Я сейчас возьму сайт и вот так в чате напишу. Вот. Это сайт «Тибетская формула». Вот, опубликовал.
и прикрепил. Вера Виноградова. Андрей Андреевич, что можно сделать при повышенном серообразовании и частыми образованиями серных пробок? Серные пробки являются, по моему мнению, как и все остальные заболевания внутреннего уха, по моему мнению, всегда это все связано с микозами, то есть по-другому грибковая инфекция. Самый простой способ лечения грибковой инфекции — это изготовление мази. Какой мази? Берется уксус, в него заливается не эссенция, а обычный уксус, столовый, заливается яйцо, после чего настаивается 10 дней, пробивается, в блендере измельчается, после чего палочкой ватной берете и смазываете. Смотрите, как избавиться от ушной пробки. Поможет перекись водорода. Берете перекись водорода, ставите себе в ухо с перекисью водорода турундочки. Но лучше сделать не так. Лучше пойти все-таки к отоларингологу, пусть он устранит эти пробки, а в дальнейшем знайте, что вам необходимо избавиться от микозов. То есть есть еще вариант. Отоларинголог проводит исследования и выявляет, какой микоз находится у вас в ушной раковине, и после чего вы его лечите. Но на самом деле такая терапия, как правило, неудачная. Почему? Дело в том, что заразиться микозом несложно, а вот лечить микозы, очень сложно. То есть человек может болеть микозами, особенно там грибками, микозами, прямо всю жизнь. И это, как правило, и есть все заболевания, связанные с ухом. Ну и лечить можно вот такой вот мазью. То есть берете такую мазь потом и такой мазью смазываете. Второй вариант — это смазывание можно мускусом. Вот мускус эффективен еще. Дальше настойка мумию. Мумию тоже устраняет. Но это все долго. То есть за один раз не получится. Здравствуйте. Что вы можете сказать о чайном грибе? В случае, если у вас повышенная кислотность, чайный гриб вам не нужен. В случае, если пониженная кислотность, чайный гриб как раз то, что нужно. Чайный гриб, он необходим людям с пониженной кислотностью. В случае, если у вас есть такие заболевания, как сахарный диабет 2 типа, далее у вас есть ожирение, у вас есть беспокойство, расстройство сна, нервные приступы, депрессии, гастриты, какие-либо заболевания, связанные с желудком, то чайный гриб не полезен. В случае, если у вас запоры, дискинезия желчных протоков, желчекаменная болезнь, в случае, если у вас похудение, если булимия, чешется тело, тогда чайный гриб полезен. Чайный гриб повышает кислотность, поэтому, соответственно, принимать необходимо именно для этого. Чайный гриб повышает и уксус повышает. Ну что, я надеюсь, вам была интересна и полезна моя информация. Еще раз спасибо и до свидания.